Доброго времени суток всем. Попытаюсь ответить на все ваши вопросы. Топлю печку, записываю звук. Хотите, слушайте, хотите, смотрите, как я работаю. По поводу дома очень много комментариев. Снести, развалить, сравнять с землей. Вот такие комментарии оставьте, пожалуйста, при себе. Потому что какой бы ни был этот дом, он живой, он очень теплый. Минимально остается приложить руки, привести его в порядок, провести воду, сделать ванну. Все это возможно и все это доступно. Вот такие комментарии пишут только, я понимаю, только те люди, которые никогда не сталкивались со стройкой, которые понятия не имеют, что значит строиться, какие-то деньги и какие-то расходы, сколько стоит сейчас цемент, гвозди и все остальное, не считая стоимость наемных работников, строителей. По мне, такой дом, такое жилье в 1000, в миллионы раз лучше, чем квартиры, взятые в ипотеке на 50, на 100 лет, которые непонятно кто, дети, внуки, правнуки потом будут выплачивать. Это мой личный дом. У меня есть свое жилье. Подумайте, сколько людей мотаются по съемному жилью, сколько бездомных людей. Почему я здесь? Почему я на хуторе? Есть дом в городе, в частном секторе, небольшой участок земли. Дом занимает место, хозпостройки занимают место, под огород не так много остается земли. Брали участок в поле, пытались садить там огороды. Участок расположен вроде недалеко, машины не было, ездить туда неудобно, добираться автобусом, далеко идти пешком. И тащить эти все грабли, лопаты, тяпки, тоже не вариант. Не было там рядом воды для полива огорода. Были большие проблемы найти технику, спахать этот участок земли, привезти туда удобрения. И бросили мы эту затею с участком, решили приобрести дом в деревне. Смотрели, присматривались, выбирали. И попали мы на этот хутор. Да, он заброшенный, запущенный, хозпостроек особо нету. Здесь есть земля. Зачем земля? Для того, чтобы свести к минимуму покупку продуктов питания. Садить огород, развести животных. Хочу питаться чистыми, нормальными экологическими продуктами. Смотрите шире на это все. Здесь можно держать корову. Есть выпас для овец. Почему не дом в деревне? Живут люди рядом в деревне, 3-4 коровы на всю деревню. У людей проблемы с выпасом. Им приходится утром выводить по километру, по 2 за деревню этих коров, вечером их идти забирать. Проблемы с теми самыми дойками в обед. Это все отнимает лишнее время. Здесь же места больше, чем достаточно. 20 гектаров в поле. Да, оно не мое, оно в аренде участника. Но при необходимости выделят мне пару гектаров. Я не собираюсь разводить огромную ферму на 10 свиней или на 20 коров, просто чтобы для себя были нормальные продукты питания. Огороды тоже не собираюсь садить гектарами. Нам 10 соток вполне хватает. Многим уже отвечала, что мы с мамой сеем цветы на продажу. Для этого опять-таки нужна земля. Под постройку теплиц. Построили одно, почти 100 квадратов, но нужно еще строить. Нужна зимняя теплица с отоплением. Откуда деньги? Доходы от продажи цветов. Целое лето мы собираем грибы и ягоды. У нас лисички начинаются с середины мая и до конца сентября почти мы их собираем и сдаем. В день получается, конечно, по-разному, от 20 до 50 долларов. Я считаю, что это нормальный доход, тем более, что сбор грибов проходит в лесу, на чистом воздухе, на природе.
Мы собираем, работаем в свое удовольствие, никогда не перетруждаемся. Мы живем лесом, мы его любим, мы там отдыхаем. Мой дом, хутор, расположен за деревней, приблизительно в 2 километрах. Это не дичь, это не тайга. Все у нас доступно. Есть электричество, есть нормальные дороги, есть подъезды к участку. Сюда не надо добираться часами, вертолетами, этими лодками плыть. Сел в машину и приехал. 20 минут занимает езда до районного центра. Ну, подумайте сами, за 20 минут машиной куда вы можете доехать? Это до центра города 20 минут. Причем, что километров 5 приходится ехать с ограничением скорости в 40 километров в час. Это не глушь, это не дебри, это не дикий лес кругом тут. Это просто дом на окраине деревни. До ближайшего соседа у меня приблизительно километр. До деревни 2 километра. Деревню видно, даже вот сейчас листвы нету, деревья голые. Видно деревню, она рядом. В деревне есть медпункт, магазины в соседней деревне в 5 километрах. Но приходится постоянно, я часто очень езжу в город. Про одиночество. У меня его нету вообще, потому что я очень много общаюсь с людьми. У меня много друзей, у меня много подруг. Я езжу к ним в город, ко мне приезжают сюда гости. В наше время такой цивилизации доступный интернет, доступная телефонная связь. Всегда можно связаться. Не страшно мне тут вообще, тут некого бояться. Люди здесь особо не ходят. Могут прийти местные жители меня проведать, посмотреть, как я тут. Могут приехать друзья, которые всегда звонят перед приездом. Приезжают иногда охотники взять воды попить, проведать меня. Люди довольно доброжелательные, мирные, спокойные. Чужие посторонние здесь не ходят. Местность довольно спокойная. Нету здесь ни грабежей, ни разбоев. Диких животных чего бояться? Они сами всего боятся. Волков у нас здесь не водятся. Вроде как медведь, говорили, был летом, но он уже ушел, его больше не видно. Лисы, чем они мне могут навредить? Разве что хозяйству будущему. Зайчики бегают, лоси ходят, олени ходят, козлики разные. Так ведь это для души, это интересно. За ними наблюдать, как они бегают по полю, резвятся. Кабаны дикие в лесу встречаются, бывает, выходят на поле. Они сами всего боятся. Стреляют постоянно охотники, их отстреливают. Лисы, кабанов. Не так много тут и живности такой. Да, ползают змеи, есть гадюки, есть уже, но в основном в лесу они попадаются, встречаются. Но это их место жизни, их обитания. Если идешь в лес, надо как-то с этим мириться, быть готовым к этой встрече, смотреть под ноги, обходить стороной. Откуда я все умею? Вы сами все пишете, что я молоток не так держу, стучу не так, как надо. Всю жизнь наблюдаю за людьми, которые работают. Спрашиваю, зачем, почему, как делать, чем делать, как удобнее, как правильно. Сейчас все работы, которые я провожу, я советуюсь с людьми, с теми, кто этим занимается. Советовалась с электриками, советовалась с монтажниками по установке окон. Вот это все делается, исходя из советов опытных людей. Сколько людей, столько мнений. Да, может и неправильно, я с вами во многом согласна, но меня это устраивает. Я не могу постоянно нанимать кого-то на любые мелкие такие работы. В деревне нанимать некого. Возить с города – это не вариант. Есть плохой опыт, делал мне печку-печник, и я долгое время изучала все вопросы, как делается печка, какие технологии. Но вот печник, который делает людям печь, он не знает, что такое распушка. Как он сказал, я сам не знаю, зачем это, но пожарники заставляют делать.
Вот такие сейчас специалисты. И те самые электрики, которые говорят, зачем паять скрутки, скрути, и так все будет добро. Все, что я делаю, я не вижу в этом особой сложности. Все это посильно сделать. Работа не тяжелая. Да, может, она требует какого-то изучения, теории, специфики, но физически это не особо тяжелая работа. Тяжелая работа была, когда мы перекрывали потолки, когда надо было поднимать балки, закидывать на потолок по 150 килограмм каждая. На эту работу я просила, приезжали, мне помогали друзья, знакомые. Остальная работа, колоть дрова, резать, бензопилой, мне это не проблемно. Это вполне доступно и по силам. Я не работаю как лошадь, я не перетруждаюсь, я много отдыхаю. Все спрашивают, когда вы успеваете отвечать на комментарии, а кто за вас работает? Я в перерыве между работами отвечаю на ваши комментарии, смотрю другие видео других блогеров, смотрю полезные видео, обучающие. Я не работаю как лошадь, я не надрываюсь. Я работаю в свое удовольствие. Нельзя нанимать постоянно людей, никаких денег этого не хватит. С такими специалистами, как сейчас, не хотят люди даже за деньги делать нормально свою работу. В нашем городе разнорабочие берут дневку за 8 часов 50 рублей. Это приблизительно $25. Это сумасшедшие деньги. В Минске и то дешевле нанимать подсобных рабочих. Видят мужчины, что допустим, женщина беспомощная, что она не разбирается в каких-то вопросах. И работают они соответственно. Я понимаю, что это не женская работа. Женщина не должна таким заниматься. Но мне приходится это делать. Конечно, если будет у меня муж, я не буду это все делать. Я буду заниматься домашними вопросами. Я не хочу особо кого-то привлекать, но если мне придется, я буду нанимать, я буду просить знакомых. Дедушка был у меня золотой человек, с золотыми руками. Он все умел делать, все абсолютно. Построил дом, построил много сараев. От него мне осталось много инструментов. Он брался за любую работу, неважно, с железом, с металлом, с деревом, со всем абсолютно. Наверное, его гены передались мне по наследству. Почему я одна? Я ищу своего человека, родного, близкого, того, с кем смогу прожить всю свою жизнь до глубокой старости. Посмотрите сейчас, какая статистика. Семьи распадаются, разводятся, дети брошенные остаются, без воспитания, без помощи отцов. Я сама выросла без отца. Этим много сказано. Вот отсюда все эти умения, попытки что-то сделать своими руками. Я хочу семью, я хочу детей, но, видно, еще время не пришло мое. Не встретила я того человека, с которым буду счастлива, которого я сделаю счастливым. Думайте, люди, перед тем, как разрушаете свои семьи, перед тем, как оставляете детей без поддержки и воспитания. Тем, кто меня не понимает, пропускайте мои ролики, не смотрите. Много очень осуждения. У каждого своя жизнь, свои взгляды на жизнь. Каждый выбирает свое место, где жить. Тем не менее, я счастливый человек. Я нашла свое место под солнцем. Мне нравится жизнь на этом хуторе. Мне нравится работать руками. Я пробовала жить в городе, я пробовала жить в Минске, я жила на море. Не мое это. Не мое это место. И не та жизнь, которую я хочу прожить. Не бойтесь менять свою жизнь. Проблемы, все трудности, они решаемы. Любой ремонт можно сделать, любые блага цивилизации можно сделать. Сейчас это все доступно.
Гораздо страшнее жить и осознавать, что ты живешь не так, как тебе хотелось бы, что время проходит, года бегут, но ты живешь несчастливо. Я много лет стремилась к такой жизни, но останавливала что-то постоянно, боялась трудностей. Я поборола все свои страхи. Да, у меня предстоит много работы, тяжелой работы. Много уже всего сделано. Но меня это не пугает. Я знаю, что я все смогу сделать. Своими руками, нанимая людей. Гораздо важнее моральная поддержка родственников, близких, родителей. Каждый человек индивидуален. У каждого свой жизненный путь. Каждый должен сам выбирать, где и как ему жить. Я выбрала это место. Это мое место. Я не хочу жить в городе маленьком, большом, миллионном. Мне там некомфортно. Я не чувствую жизнь в полной ее красе. Я хочу жить на природе, в тишине, в спокойствии. Я не хочу стоять часами в пробках, в очередях. Я не хочу злиться, раздражаться и выплескивать вот это все на кого-то другого. Я живу в мире с самой собой, с окружающими меня людьми. У меня хорошо на душе, у меня нету негатива, нету злобы на людей. Многие пишут, люди меня достали, никто меня не достал. Это мой выбор, это моя жизнь. Я счастлива, чего и вам всем желаю. Цените друг друга, любите, создавайте семьи, растите детей. Цените своих близких, умейте любить, умейте прощать. Умейте промолчать, когда это надо. Умейте поддержать. Несите в этот мир только позитив и доброту. Спасибо всем за комментарии, спасибо за поддержку, спасибо за добрые слова. Я ваши комментарии все читаю. Нету возможности всем отвечать. Вопросы очень часто повторяются. По мере возможности буду отвечать или делать видео о себе, ответы на вопросы. Спасибо за понимание и за поддержку. Кто меня снимает? Кто же меня постоянно снимает? Показываю вам без комментариев.